Всем привет, это канал Юрганов Лайф, меня зовут Иван. Друзья, мы находимся в автосервисе Шаман. Вот его такой приятный, красивый логотипчик. Но, друзья, пришла зима. Зима жесткая, и кое-какие агрегаты автомобилей не справляются со своей задачей. А именно, есть вот такой автомобиль. Это у нас Suzuki. И печка не работает, вернее дует, друзья, все дует, все хорошо, но холодным воздухом, прям ледяным. Клиент ездит в перчатке, в шубе и в шапке. Почему так происходит? Скорее всего, забился радиатор. Нет, либо термостат не работает. Но в любом случае, в этом ролике мы будем проверять, промывать, будем радиатор печки. Смотрите, что получается. Изнутри все оттаяла машина изнутри. То есть это все конденсат, который был внутри машины. Этого допускать нельзя, друзья. Поэтому сейчас в этом ролике будем мыть, промывать. Что нам для этого понадобится? А для этого понадобится обычный джентльменский набор. Это ведро. Вот такое, скольки? 10-литровое. Дальше. Лимонная кислота. Мы запаслись 10 пачек их купили. Кипятильник на 220 вольт. Будем нагревать воду с лимонной кислотой. Провод двухжильный для подключения насоса. Насос сам. От Газели мы его взяли для того, чтобы прогонять воду через радиатор печки. Изолента, патрубки, хомуты, болтики. Все очень просто. Принцип какой? Наливаем обычную воду, вставляем кипятильник, туда же лимонную кислоту будем высыпать. Вот таким образом. Это шутка. Нет, вернее, так и будем высыпать, но сначала откроем. Дальше нагреваем, опускаем два вот этих шланга. Одна будет у нас подача, а другая обратка. И воду будем прогонять, горячую воду с лимонной кислотой будем прогонять через радиатор печки. Итак, друзья, давайте смотреть, как это будет проходить, какой эффект. Дальше, кстати, еще к набору совсем забыл. Идет дистиллированная вода. В нашем случае это 10 литров, 2 по 5, 10 литров. Для чего? Для того, чтобы потом, когда мы промоем лимонной кислотой радиатор печки, мы промоем всю систему двигателя. Вернее, зальем туда дистиллированную воду и заведем двигатель. Если все будет работать исправно, значит воду сливаем и заливаем антифриз. Если неисправно, то есть, возможно, термостат вышел из строя, соответственно, будем менять термостат и дальше производить небольшой ремонт и опять же проверять, насколько будет греть печка. Итак, друзья, приступаем. Не забывайте, что это канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Может, что-то мы не так делаем, может, у вас какой-то другой есть способ. Поэтому обязательно пишите в комментариях. Ну а сейчас приступаем к промывке радиатора печки. Погнали! Отсоединяем шланги от системы. Антифриз предварительно слили. Один шланг, который из печки идет через патрубок, хомуты, мы к другому шлангу, который будет у нас опускаться в ведро. Мы подсоединили. Теперь дальше на второй шланг мы будем цеплять на вот этот. Будем цеплять теперь насос. С насоса пойдет следующий шланг. Также в ведро в лимонную кислоту.
Подключаем насос к проводам. Один это у нас идет красный плюс. Мы его на аккумулятор кинем. А второй на массу. И на массу насоса. Через шайбочку с гаечкой, через болтик мы прикручиваем. Вот такая система получилась. Плюс, минус, провод и два конца с обратной стороны провода мы оголили для наматывания на клеммы аккумулятора. Присоединяем шланг к насосу. И сейчас хомутиком зажмем. А теперь присоединяем насос к шлангу резиновому, который идет из печки, из радиатора печки. Вот такая конструкция получилась. Насос, шланг из печки, еще раз шланг из печки и два, которые будут у нас идти уже в ведро. Проверяем насос на работоспособность. Жужжит, все работает, отлично. Теперь будем заводить адскую смесь. Наливаем воду, обычную воду из-под крана, ну, более-менее чистую, какую-нибудь техническую. Два конца шланга вставили в воду, в ведро. Сейчас будет кипятильник и будем нагревать. Так, кипятильничек у нас на месте. Включаем его в розеточку. Вода начинает нагреваться и добавляем лимонную кислоту. Затем включим насос и будем прокачивать. Попробовали включить насос, но он качать не стал, друзья, потому что воздух он не может прокачать. Поэтому небольшой совет. Наполняйте шланг, который подача в насос, водой. И тогда он сможет воду забрать с нижней точки, по крайней мере с ведра, который стоит на полу. Сейчас будем наполнять шланг водой. Насос запустили, подключили провода к аккумулятору, плюс, минус, и теперь у нас бесконечно работает. Но то, что радиатор забит, вы можете увидеть то, что смотрите, какой напор сливается, совсем маленький, кое-как бежит. Поэтому мы продолжаем нагревать воду. Вот кое-как, где там будет тепло, конечно, все замерзнут в салоне, кто находится. В общем, нагреваем воду и добавляем лимонную кислоту. И так, пока у нас не получится хороший напор. Это мы просто воду добавили, тепленькую. При этом смотрите, какая вода грязная. В общем, мыть и мыть. Но после этого эффект должен быть. Обязательно должен быть. Будет тепло в салоне. Радиатор забит достаточно сильно, и теперь в обратную сторону. То есть, скажем так, меняем патрубки печки, которые верхние на нижние. То есть в обратную сторону будем продувать, прогонять лимонную кислоту. Тоже можете это чередовать. Поэтому сейчас мы это перекрутим и будем дальше гонять. Продолжаем промывать, но какая-то беда, не могу понять. То ли у нас насос говно, который еле качает. Просто вот такой напор какой-то воды, да, с лимонной кислотой очень мало для такого насоса. При том, что ведро мы уже поставили на машину, чтобы было легче насосу поднимать снизу. Соответственно, вот такой напор. Ладно, в любом случае мы кипятильник поставили дальше и будем греть и подсыпать лимонную кислоту. Что получится, не знаю. Делайте ваши ставки, друзья, в комментариях, получится у нас или нет. Ответ будет в конце ролика. Я не знаю. Но вроде как идем к победе. Добавляем лимонной кислоты.
Процесс, я вам скажу, это не самый такой быстрый, это не реактивный, но тем не менее, посмотрите, струйка стала побольше, поинтенсивной. При этом и говна выплыло из радиатора тоже немало. В общем, эффект, друзья, есть, поэтому набираемся терпения. Результат наших трудов плодотворных должен быть напор из этого шланга прям достаточно хороший. Поэтому, опять же, терпение и следим за этим потоком. Напор еще больше стал, так что радиатор становится чистым потихонечку вашими молитвами. А ваши молитвы, они в виде подписки и лайков нужны. Смотрите, все начинает булькать. Это подразумевает то, что открываются чакры у радиатора нашего печки и становится чище, потому что напор сильнее. Раз напор сильнее, значит объем воды теплой проходит через радиатор больше и больше тепла может отдать в салон. А нам этого и надо. Итак, друзья, канал Юрганов Лайф, Иван. Лимонная кислота, кипятильник, вода, и у вас в салоне будет лето, Африка, жара. А напор все сильнее и сильнее. Ну, в раз уже 10, наверное, чем первоначально был. Сильнее. Смотрите, постучали по радиатору, и напор увеличился. Сейчас опять уменьшится. Сейчас Миша постучит еще разочек. Смотрите. Во, и напор опять увеличился. Все. Прям можно каток заливать таким напором из шланга. Ой-ой-ой, уже начинает даже шланг сдувать. Вот эффект есть. Кто молодец? Правильно. Канал Юрганов Лайф, это супер. Подписочка, друзья. И лайк. Мы время от времени включали-выключали, а кипятильник работает, вода кипит. Сейчас опять подключаем насос и промываем. Напор хороший, и полетело говно из него. Всякая чача. Когда мы выключали, то происходил процесс разъедания всей этой параши внутри радиатора печки. Теперь все хорошо, смотрите как. Все замечательно. Прям я даже не знаю вам сказать. Хотел похвалить себя в плане того, что кто молодец. Ну понятно, что мы молодцы. Но просто мы добились того эффекта, о котором, скажем так, были настроены, нацелены. Все, теперь с таким потоком горячий антифриз будет отдавать тепло радиатору, радиатор будет отдавать тепло в салон. Теперь на последний раз включаем помпу. Напор хороший, соответственно, радиатор достаточно чистый. Цель достигнута. Сейчас будем выключать его, патрубки отсоединять, шланги отсоединять и в систему зальем дистиллированную воду. Заведем и проверим, насколько идет горячий воздух из печки в салон. Сейчас горячая вода от кипятильника поступает. Это то же самое, что антифриз от двигателя в печку салона. И печка у нас включена. Проверяем воздух, а воздух у нас идет горячий. Так что все, мы прочистили. Теперь в салоне будет сухо, тепло, комфортно. Обращаю ваше внимание, что раньше, когда мы пытались запустить помпу, насос, да, для прокачки, для промывки, мы не могли снизу, то есть ведро поставили на пол и не могли запустить, не хватало мощи. Теперь смотрите, как ведро стоит внизу, насос может поднимать всю эту чачу наверх, то есть двигатель, не двигатель, но через помпу и через радиатор.
печки. Вот теперь нормально она работает, функционирует. А когда запускали, не могли. То есть представляете, как она была забита. Теперь нашу систему промывочную мы разбираем и собираем все как было, как завод-изготовитель установил. И потом будем заливать дистиллированную воду. А теперь заливаем дистиллированную воду. Отсюда у нас выходит воздух. И когда он выйдет полностью, тогда мы закроем краник и будем дальше доливать воду. А пока продолжаем. Крышку закрыли, а этот краник оставили открытым. Сейчас заведем и выгоним воздух оттуда. Прогреваем мотор, чтобы он нагрелся и открылся второй контур, и вода прошла по нему и промыла все. Ребята, я нахожусь в этой машине, в которой мы сейчас только что промывали радиатор печки. Тут такая беда, это просто жесть. Что я могу сказать? Тут все отсырело, не отсырело, тут был кружак, потому что Михаил снял вот этот блок, панель, смотрите, все в воде. Все в воде, то есть был прямо отсюда, вот бежала вода. Вот капает, она капает, вот все набежало, представляете? Это последствия того, что печка не работала, она не сушила ни черта. Теперь мы это все починили. Даже здесь вы можете увидеть, что, смотрите, все там мокрое. Друзья, обязательно следите за своими вещами, за машинами, потому что все должно работать исправно, как часики. Если это не работает, значит надо ремонтировать. Ждем, когда откроется сработает термостат, откроется второй контур, и тогда будем уже сливать воду дистиллированную, которая сейчас у нас залита, и заливать уже антифриз. С двигателя слили антифриз вместе с дистиллированной водой из блоков, с радиатора, из печки. Вот такая получилась смуть. Смотрите, с какашками всякими, с чачей. Всякие шланочки имеют вот такой вид, что они обросли уже какой-то коростой. Но мы это обновим. Примерно такую же взяли. И все это отрежем необходимой длины. При этом сейчас будем заливать антифриз уже для нормальной работы двигателя. В общем, двигатель запустили, все у нас заработало, печка у нас теперь горячая, сейчас остывает, все закроем и будем отдавать машину клиенту. Теперь он мерзнуть точно не будет. Друзья, я же говорю вам, следите за своими автомобилями. И если у вас проблема с печкой, обязательно посмотрите, возможно, если дует, просто дует холодным, значит засорилась печка, либо там что-нибудь с термостатом. Но одна из причин это то, что внутри оседает вся эта чача, которая прикипает к самим капиллярам, сотам радиатора печки и тепла не отдает в салон. Я же вам напоминаю, что все это сделано золотыми руками мастеров автосервиса «Шаман», которые любезно предоставили помещение. При этом я обязан вам сказать, что вот их координаты. Это город Томск, на Степановке, улица Приречная. При этом я говорю, что если вам это
этот ролик оказался полезным. Если вы собираетесь ремонтировать машину свою, если собираетесь промывать лимонной кислотой печку, ставьте лайки. Если не собираетесь, ставьте лайки. Если это видео вам оказалось интересным, делитесь с друзьями. Если не оказалось интересным, все равно делитесь с друзьями. Ну и обязательно оставляйте комментарии, может какие-то что-то у вас есть замечания, обязательно прочитаем, обязательно ответим. Постараюсь, по крайней мере, обязательно постараюсь. При этом я говорю, с вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Подписывайся и ставь лайк. А я вам говорю, пока. Пока.